Я решил вас взять с собой на работу. Я уже еду 36 минут. Вот такое у меня рабочее место. Пока возвращаюсь домой, погода поменялась уже 2 раза. Доброе утро. Сегодня, как видите, прохладно с утра. Я решил вас взять с собой на работу. Покажу одну из видов деятельности, чем я занимаюсь. Если вам интересно, конечно. Если интересно, оставайтесь. А мы поехали. Я тут пока ехал, что-то подумал. Сколько времени у вас уходит, интересно, на дорогу? От дома до работы. Я уже еду 36 минут. Предыдущие 2 недели у нас были каникулы зимние для детей в школах. И эта же самая дорога, по которой еду сейчас, у меня занимала примерно 25 минут, наверное. Вот, а сейчас думаю, что все 50 это будет. То есть, конечно, трафик намного заметнее стало, что больше машин появилось на дорогах. Вот. Мы между делом уже доезжаем до базы. Встретимся уже на месте. Выехал я из базы. Не стал уже показывать. Там много сотрудников было. И не хотел вмешаться там с камерой, между ними лазить. Вот. Заехал, заправился. Купил себе стаканчик кофе. И едем уже на адрес. Кстати, сейчас будем проезжать объект, на котором было видео с предыдущего ролика. Если кто не видел, посмотрите. Там про автоматы самообслуживания в Польше без продавцов. Вот он, этот сладкий пит-стоп. Едем мы на окраину города. Такой спальный райончик, невысокие блоки. Движения здесь практически нету никакого. Все, кто на работе, в школах дети. Вот. Ну и все, это конечная улица. И сейчас уже будем заезжать на объект. Там уже дальше расскажу, чем я буду заниматься и что буду делать. Приехали мы на место. Это находится под подземный гараж в здании. И вот мое место рабочее. Расскажу, что я делаю. Я паяю оптоволокно. Интернет, телевидение для польского оператора. Вот такое у меня рабочее место. Это паяльник, назовем это так. Ну и, собственно, волокна, которые я сегодня должен попаять. На первом подъезде работа сделана. Сейчас поедем на следующий. Хочу немножко поделиться своими впечатлениями от этой работы. Работа, в принципе, не пыльная, достаточно неплохая. Но единственный минус, что оптоволокно, по нему идет сигнал, такой свет, скажем так, по трубе, которого не видно. И из-за этого, если попадает в глаза, очень часто не видишь ты этого сигнала, но он бьет очень сильно по глазам, и из-за этого очень сильно садится зрение. Я уже работаю, наверное, около 2 лет на этом оптоволокне. Периодически было время, что работал и каждый день паял что-то. Вот. Но то скажу честно, что за эти 2 года очень сильно село зрение, и не рекомендую. По крайней мере, без очков. Ну, а пока собираем манатки. Вот это все, что у меня есть. И едем на следующий подъезд. Вы, наверное, спрашиваете, раз ты там работаешь в подземном гараже, ну то показал бы хотя бы, да, как это выглядит. Совершенно справедливо. Сейчас я вам покажу, как выглядят подземные гаражи. Это строятся они из расчета как бункер. Прошу прощения, что так темно, но, собственно, так здесь освещается. Что больше всего раздражает в работе в этих гаражах, так эти датчики света, которые постоянно выключаются. Вот здесь находятся всякие скутеры. Не знаю, видно вам, не видно. Мопеды, машины.
Ну, собственно, гараж как гараж. Ничего необычного. Кстати, забыл вам сказать, что я закончил уже второй подъезд. Время 11:20. На сегодня мой рабочий день закончен. Выезжаем из гаража. Сейчас покажу вам, как осуществляется выезд, когда у тебя нету пульта. Подъезжаем к воротам. Выходим. И здесь есть такое управление ручное. Открываем ворота. И все. И можно выезжать. Посмотрим, какая там погода. Потому что с утра было очень холодно и неприятно. Ну и в сумме ничего не изменилось. Все такая же плохая погода. Холодная. Ну, по крайней мере, сухо. Ладно, увидимся скоро. Я тут что-то прибалдел слегка, прифигел. Пока возвращаюсь домой, погода поменялась уже 2 раза. Было солнышко, а сейчас, если вам видно, снег идет. Так что вот такая вот у нас погода во Вроцлаве. Если кто-то хотел когда-то приехать в этот город, то вот как видите, погода меняется несколько раз на день. Не знаю, видно, не видно, ну как будто видно снег. Все, рабочий день на сегодня закончен. Едем домой. Подъезжаем уже. Все, всем пока, до нового видео.